wszystkim. Сегодня мы ходили с Ясей на улицу. Я хотела снять для вас очень хороший влог, но случилось неожиданное. В Познани у нас очень сильно бушует ветер. Представляете? Сейчас я вам вставлю кадры, где мы были на улице. Мы думали, сейчас выйдем, поснимаем вам город. Ага, не тут-то было. Не получается снять, потому что очень сильный ветер. Там невозможно что-либо снять, поэтому будет опять влог, домашний влог. Так что давайте начнем. И поговорим мы с вами на тему того, почему же все едут в Польшу и не хотят уезжать из Польши. Знаете, бытует очень много всяких разных версий, почему все сюда приезжают. Чем же так завлекает Польша эмигрантов? Давайте сегодня об этом поговорим. Еще у меня есть очень интересный вопрос к вам. Скоро, 24 февраля, будет в Польше праздник Толстый Чвартек. И мне, правда, очень-очень интересно, как отмечают этот праздник в Польше. Потому что я тоже хочу впервые отметить польский праздник традиционно. И мне очень интересно, как вы его отмечаете. Поэтому все, кто смотрит меня с Польши, знают, как отметить этот праздник. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием прочитаю, и мы сделаем такой же Толстый Чвартек, такой же национальный польский праздник у нас дома. Конечно же, первая причина, почему все иммигранты выбирают Польшу и приезжают сюда, это то, что она находится относительно близко именно к странам, откуда здесь большинство иммигрантов. Это к странам СНГ. Считай, Беларусь рядом, Украина рядом, Россия рядом. Еще одна причина, по которой приезжают многие, это учеба, потому что, как я уже говорила, в Польше очень хорошее образование европейского формата. Здесь хорошо обучают своих людей, талантливые ученики, студенты из разных стран мира приезжают сюда на учебу. Очень часто в Польше в обычном магазине, такие как Бедронка, Lidl, можно встретить студентов из Китая, Японии, из Германии той же самой. Очень многие приезжают в Польшу именно поучиться, потому что польское образование, оно тоже считается очень хорошим, и многие студенты приезжают, конечно же, сюда по обмену. Еще одна причина, почему многие приезжают сюда, это потому что в Польше очень большой рынок труда. В Польше настолько развит рынок труда, что все вакансии появляются ежедневно. Вы можете ежедневно отслеживать вакансии, и здесь их настолько много появляется, что нереально здесь не найти работу. Работы, правда, очень и очень много. Зарплата здесь порядком выше, чем в странах СНГ, поэтому, конечно же, люди из этих стран очень хотят побыть в Польше. Также еще одна из основных причин — это потому, что в Польше очень спокойно, и уровень жизни здесь, конечно же, выше. Люди здесь могут себе позволить намного больше, чем в своей стране. Люди могут здесь покупать себе то, что они хотят. Люди могут просто жить и наслаждаться жизнью. Многие, кто переезжает в Польшу, они даже перестают следить за политикой, потому что это становится настолько неинтересным, потому что мы уже все, наверное, весь мир хочет спокойствия, и поэтому Польша — это вот очень близкий уголок спокойствия, который находится рядом. Знаете как? Я уже много раз говорила, что в Польше очень хорошо заботятся о работниках, которые платят налоги в казну государства, также о обычных эмигрантах,
о людях, о поляках. Здесь очень хорошо развита система финансирования граждан, помощи, поэтому многие из стран СНГ приезжают в Польшу, работают, делают какие-то документы себе, карты побыта, карты часового побыта и начинают получать здесь пособия. Пособия в Польше, кстати, очень и очень неплохие. Любая страна, которая окружает Польшу, позавидует этим пособиям. Также Польша привлекает тем, что здесь проживают такие же славяне, как и в странах СНГ. Конечно же, людям, у которых схожий менталитет, в принципе, наши языки, вот, допустим, русский, польский язык, украинский, они все между собой похожи. Можно очень легко понять, что говорит украинец, что говорит белорус, что россиянин. В Польше язык чуть посложнее. Да, это посложнее, но в принципе можно понять. И много слов, они как бы друг у друга взаимствованы. Есть похожие слова, поэтому как бы выучить язык не составит труда здесь. И понять, в принципе, на первых порах все можно, потому что не так уж это и трудно. Еще сегодня я бы хотела вам поведать, где мы учимся в Польше и чем занимаемся, потому что очень много комментариев, которые хотят услышать ответы на эти вопросы. Начнем. Мы проживаем в городе Познань. Здесь находится наша полициальная школа. Выбора у нас особо не было, куда ехать, потому что из России трудно попасть в полициальную школу, поступить, потому что на момент поступления, чтобы принести все документы, ты, конечно же, должен уже находиться в Польше. Поэтому мы искали именно такую школу, которая сможет нам сделать документы, когда мы находились еще в России. Эта школа была школой полициальной Медикус. Она находится в Познане. Да, сейчас мы с Антоном учимся в этой школе, посещаем курсы польского языка, конечно же, и еще один важный нюанс. Мы с Антоном одногруппники, представляете? Был вопрос по поводу того, какие документы нам нужны были, чтобы подготовить все документы для получения визы и как мы вообще сюда приехали. Для получения визы вам особо ничего не понадобится. Вам понадобится договор жилья в Польше, то, что у вас есть уже где жить. Также вам понадобятся справки с банков, то, что у вас есть деньги на проживание в Польше, на переезд. Там определенная сумма должна быть. Около 4000 злотых на первые несколько месяцев. Ну, если это все с детьми, конечно, то сумма намного больше. Ну, не прям намного, но немного больше. Еще вам пригодится приглашение с Польши. Я не знаю, вы едете на работу, на учебу. Если вы едете на учебу, то вам, конечно же, понадобится ученический, приглашение с вашей школы, вуза, института. Если вы на платную учебу подались, то вам понадобится полностью оплата этого всего, предоставить документы об оплате. Если с работы, то вам понадобится приглашение от работодателя, либо от агентства, я не знаю, как кто устраивается. Конечно же, анкета заполненная и ваши паспорта, в принципе, и вот это вот все. Когда мы все эти документы принесли, подготовили, собрали, конечно же, нам, не знаю по каким причинам, в общем, нам отказали. И нам пришлось заново собирать все документы, нам пришлось заново оплачивать все госпошлины, потому что это не бесплатно. И, конечно же, прежде чем вам отправить все документы к консулу, вам нужно заплатить множество госпошлин, оплатить много документов, в общем. Еще плюс пересылка из Польши в Россию, это тоже деньги, тоже время, поэтому это тоже нужно учитывать.
Так вот, когда мы получили отказ, как я уже говорила в другом видео, мы отправились на эпиляцию. Для эпиляции нам понадобились те же самые документы, плюс еще документы о том, что мы собираемся вернуться в Россию. Нам пришлось предоставить документы о жилье в России, то, что у нас там недвижимость, допустим. Нам пришлось предоставить там наших родственников, родителей Антона, документы, что они вот пенсионеры. Лично от себя, конечно же, когда вы подаете эпиляцию, каждый пакет документов, он независимо от того, семья вы или не семья, этот пакет документов, он делится на каждого человека. То есть вы не можете подать один за всех эти документы, за всю семью. Поэтому документы именно предоставляются на каждого члена семьи. Я лично от себя предоставляла документы моего отца. Я предоставила документ о свидетельстве о рождении, где написано, что мой отец поляк. Я предоставила акт об установлении отцовства, что мой отец поляк. И свидетельство о браке моих родителей. То есть я предоставила очень много документов, которые были связаны непосредственно с Польшей и связывали меня с Польшей. И через 2 недели мы получили положительный ответ. Эти все документы прошли, и мы получили положительный ответ. И я не знаю, связано ли это с тем, что я предоставила документы, что у меня есть польские корни, либо же мне просто разрешили. Визу нам дали, визу на год ученическую, а здесь уже мы постараемся сделать все документы, чтобы уже полностью остаться в Польше. А получится это сделать или нет, конечно же, мы узнаем в моих влогах, потому что здесь я рассказываю все, делюсь с вами всем. Сегодня, кстати, еще в Познане очень-очень сильный ветер, как я уже говорила, и ночью просто все летало. Деревья шатались так, что я думала, что все упадет, представляете? Еще вот я попросила всех, кто знает, как нужно праздновать в Польше праздник Толстый Чвартек, напишите, пожалуйста, еще раз в комментариях. Напоминаю, если вам не трудно, поделитесь, как вы празднуете этот праздник и как нам его отпраздновать. Также я бы хотела сказать всем подписчикам с разных стран, все, кто смотрит наш канал, я вас всех очень люблю. Вы самые лучшие подписчики, вы очень отзывчивые все, очень добрые, и я к вам очень привыкла. Я очень рада, что вы такие отзывчивые. Спасибо вам за вашу поддержку. Всем до новых встреч и пока-пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А мы будем стараться еще больше, чтобы рассказать вам намного больше информации о Польше, и чтобы она была супер полезной, и чтобы вам чем-то помочь. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока!